21 апреля 753 года до нашей эры, 2780 лет назад, в одной из многочисленных излучин реки Тибр в 27 километрах от берега Тиренского моря, человек по имени Ромул, предварительно убив своего брата, основал город Рим. Город рос, взрослел и превратился в царство. Затем Римское царство превратилось в республику, а 2052 года назад, всего за 27 лет до начала нашей эры, республика стала империей. Она росла и ширилась, поглощая в себя все больше и больше древних городов, царств и территорий. Она захватила Египет и дошла до Британских островов. Еще через 400 лет она стала настолько огромной, что не выдержала собственного веса и развалилась. С этого момента Европа погрузилась в темноту Средневековья, а на востоке от Рима осталась большая часть римских земель, бывших греческих, которые стали Восточной Римской империей, Византией. В таком виде она просуществовала еще почти 1000 лет, до 1453 года, после чего окончательно распалась. Во всяком случае, так утверждает официальная история. Римская империя была и остается до сих пор самой долговечной империей в истории человечества. Она оставила нам наследие, которым мы пользуемся до сих пор. Это в первую очередь система управления государством, свод законов, римское право, на котором основана большая часть всех законодательств подавляющего большинства государств до сих пор. Она оставила после себя огромное количество шедевров архитектуры, которые существуют по сей день. Передала нам религию, которая доминирует в мире до сих пор – христианство, которое, в свою очередь, раскололось на сотни мелких и крупных конфессий, среди которых крупнейшей отколовшейся ветвью является, конечно, ислам. Более 60% населения всей Земли в том или ином виде исповедуют либо христианство, либо его ответвления, такие как ислам. Римская империя передала нам в наследство огромное количество античных текстов, списков, книг самого разного толка, от эпических сочинений Вергилия до писем рядовых жителей империи своим детям, родителям, мужьям и женам. Львиная доля вообще всей мировой истории известна благодаря именно римским записям. О Римской империи, кажется, известно буквально все. И все же находятся люди, которые видят в официальной истории Римской империи массу нестыковок. И, само собой, выдвигают новые гипотезы, создают новые взгляды на эту историю. Некоторые даже считают, что Римской империи вообще не было. Но что если история Рима также переписана, как и история всего остального мира? Что если Римская империя действительно была, но то, что мы знаем о ней сейчас, не имеет с ней ничего общего, кроме названия? Что если реальную Римскую империю зачем-то фальсифицировали, исказили до неузнаваемости? Вы на канале Эпоха недоверия, и сегодня мы с вами поговорим о Римской империи. Точнее, продолжим рассуждения, начатые в предыдущих фильмах о Египте и пирамидах. Казалось бы, какая связь между пирамидами, тем более египетскими пирамидами Гизы, и Римской империей? Ну да, с одной стороны, Римская империя в какой-то момент в своей истории взаимодействовала с Египтом и даже захватила его. Началось это еще с Юлия Цезаря, который влюбился в египетскую царицу Клеопатру. У них даже был сын, Птолемей Цезарион, которого, впрочем, сам Цезарь не признал. С другой стороны, к тому моменту Египет уже полностью был эллинистическим.
После покорения Александром Македонским в нем уже несколько веков правили потомки греков-Птолемеев. Это, кстати, еще один момент, который используют официальные историки, чтобы объяснить, почему такие древние писатели, как Геродот, называли египетских богов греческими именами. Несмотря на то, что сам Геродот жил чуть ли не за 100 лет до Македонского, а до этого еще 120 лет правления персов-ахименидов. Таким образом, может показаться, что никакой прямой связи между древними классическими доэллинистическими египтянами, построившими Великие пирамиды, и Римской империей, нет. Клеопатра была, по сути, давно уже не египтянкой, а скорее гречанкой, персиянкой, либо их помесью, как и прочие фараоны на протяжении предыдущих 500 лет. Тем не менее, прямая связь есть. Однако давайте по порядку. Я не просто так начал с того, что 2 фильма подряд рассказывал вам о Египте, египтянах и историках. Посланник. У всех нас, в том числе и историков, прямо перед глазами есть факты, которые не зароешь, не уничтожишь, не сотрешь. Такие, например, как Великие пирамиды Гизы. А кроме них масса других загадочных построек вроде Серапиума, Сфинкса, Наосов и прочих удивительных монументов, очевидно построенных некой цивилизацией. Не могли же они появиться сами по себе? А значит, любому историку необходимо как-то объяснить их появление и постройку. И не только их. Нужно найти объяснение тому, какая цивилизация их построила, зачем и куда они потом исчезли. То есть найти или вспомнить целую историю. И вот, пожалуй, с этого момента и начинается фальсификация истории. И одним из первых фальсификаторов, точнее авторов, которые как-то объясняли эти монументальные сооружения, были Геродот, Страбон, Плиний Старший и многие другие. Они дали направление, в котором действовали последующие историки. Заложили базу, основу, вокруг которой выстраивалось последующее повествование. И мы с вами точно знаем, что рукописи всех этих историков совершенно неожиданно появляются в начале 15 века. Была проведена целая операция по вывозу этих рукописей из осажденного турками Константинополя. Затем по переводу этих манускриптов на современный тогда язык. Причем переводу с греческого на латынь, с одновременным придумыванием самого латинского языка, составлением его учебника, его правил, грамматики. Затем уже переведенные рукописи были переданы заказчикам, а оригиналы вновь таинственно исчезли. И все это проходило в очень напряженной обстановке. Всех деталей и подробностей мы, конечно, не знаем, но обрисовать сложившуюся тогда ситуацию необходимо. Дело в том, что примерно за 300 лет до этих событий, в XI веке нашей эры, где-то за Каспием, в районе реки Сырдарья и Амударья, ближе к Казахстану, жило агузо-туркменское племя скотоводов под названием Кынык. Их предводителем был Сельджук ибн Дукак, который объединил под своим началом сразу несколько племен Кынык. И как мы уже знаем по истории, маленькое племя скотоводов всегда попросту обречено создавать громадные империи. Так было с Чингисханом, так было и с Македонским. Да, македонцы были по большей части фермерами, а не воинами. Так было и со многими другими империями. В общем, из этого племени и появились турки-сельджуки, которые начали захватывать Ближний Восток и Восточную Римскую, то есть Византийскую империю. Кошмарили они ее на протяжении более 3 веков. Не вдаваясь в подробности, скажу, что уже через несколько лет они дошли от современного Казахстана до Персидского залива, где образовали Керманский султанат.
Еще через пару десятков лет, в 1077 году, они прогрызли Византийскую империю с востока почти до побережья Средиземного моря и образовали на этих землях Румский или попросту Римский султанат. Параллельно Византия, в свою очередь, все эти годы захватывала Европу, то есть Болгарию, Хорватию, Сербию и даже южную часть Италии. Вот совершенно непонятно, как можно было завоевывать одного противника, когда сзади тебя самого завоевывает другой. Но было как было. К 1019 году император Василий II Болгаробойца отпраздновал расширение империи и через 6 лет благополучно умер. И сразу после этого начался бардак, развал и сельджуки. К 1081 году от прежней Византии уже почти ничего не осталось. Сельджуки-скотоводы захватили практически все. Наконец, византийский военачальник Алексей Комнин, сидевший в это время без дела с армией в покоренной Болгарии, плюнул на устав, развернул войска назад, захватил Константинополь и объявил себя императором. Началась долгая война Византийской империи с окрепшими к тому времени турками-сельджуками. Очень сильно Византии помогали крестовые походы, проходящие в землю обетованную через Константинополь. Согласно договору с Комниным, крестоносцы безвозмездно передавали Византии все завоеванные и освобожденные земли. И через 100 лет Византийская империя отвоевала у сельджуков практически все Черноморское и Средиземноморское побережье и продвинулась вглубь континента. Но до конца отвоевать все, что потеряли за время завоевания Болгарии, они так и не смогли. Следующие 200 лет – это бесконечная история о том, как жадность и борьба за власть ради власти разрушают империи. Крошат их на мелкие княжества, убивают императоров, а затем их поглощает спокойный, сильный и уверенный в себе терпеливый противник. Кстати, о противнике. У турков-сельджуков тоже все было не сладко, поскольку внезапно, примерно оттуда же, откуда пришли и они сами, по тому же самому маршруту двигался новый захватчик – орда Чингисхана, татаро-монголы. Они также ударили в тыл сельджукам, как до этого они сами византийцам, и отняли у них большую часть только что завоеванных территорий. В 1243 году монголы полностью разгромили Румский султанат и обложили его данью. Впрочем, через 50 лет, в 1299 году, из-под власти монголов вышла маленькая область, называемая Османский Бейлик, названная в честь Османа I Гази. Он стал вновь собирать под своей властью тюркские племена, из которых родилась новая Османская империя, которая продолжила завоевывать Запад и Византию. К 1393 году сложилась критическая ситуация. И виноват в ней был император Мануил II Палеолог. Да-да, дальний родственник нашего Ивана III, который через 80 лет женится на его правнучке Софье. Так вот, этот самый Мануил II Палеолог своими метаниями с одной стороны на другую и обратно довел империю до того, что к 1393 году войска турков-сельджуков, которые, кстати, и привели его к власти, осадили Константинополь. Хотя начиналось все довольно спокойно. Мануил Палеолог спокойно жил при дворе султана Баязида I в качестве официального наследника византийского императора Иоанна V, одновременно владея и правя собственной провинцией в Греции – Фессалоники. Он был выгоден туркам в качестве будущего императора Византии после смерти Иоанна V. Во время этого беззаботного времяпровождения Иоанна V вдруг сверг Андроник IV, и наследие империи стало зыбким. Но турки помогли вернуть трон Иоанну V.
Затем Иоанна опять свергли, и императором должен снова был стать другой человек, сын Андроника IV. Но Мануилу II снова помогли стать наследником. На свою беду, во время этих событий Мануил II участвовал в штурме последнего оплота Византии в Анатолии на стороне турок. И вот это ему не забыли. В 1391 году его отец умер, и Мануил убежал из дворца Баязида I и срочно занял пост императора Византии. Снова совершенно непонятно, куда он так спешил, если было очевидно, что турки обязательно посадят его на трон. Естественно, Баязиду не понравилось своевольство вассала. Такое поведение логично наводило на подозрение, что Мануил обманет надежды турок, что, собственно, и произошло. Мануил в грубой форме послал к черту Баязида, и тогда армия Баязида осадила Константинополь. Год спустя Мануил отправил послов за помощью в Россию, в Москву. Но великий князь Василий I, который к тому моменту узнал об участии Мануила II в штурме против своих на стороне турок, проклял его. И, само собой, никакой помощи от русских Мануил не получил. А Россия вот с этого самого момента признала факт падения Византии. Вот такая непростая ситуация к тому времени сложилась. И вот тогда из Константинополя в Италию, во Флоренцию, направился некто по имени Мануил Хрисалор. Наверняка вы практически ничего не слышали об этом человеке. И это неудивительно. Никто не знает точной даты его рождения. Никто не знает, чем он занимался. Однако считается, что он был великим гуманистом и философом. Хотя вряд ли вы знакомы с какими-либо его философскими трудами. Или знакомы. Вообще странная эта профессия – гуманист. Я вот не знаю, где, в каких институтах учат этой профессии. Что она делает, каким образом зарабатывает на жизнь, какую продукцию выпускает или какие услуги оказывает. Похоже, что я шучу, но это не так. Многие личности в моем рассказе имеют такую же характеристику – гуманист. А кто это? Человеколюбец? Чем он занимается? Откуда у него деньги на жизнь? Складывается ощущение, что историки этим словом закрывают один большой пробел в жизни многих выдающихся личностей, когда по каким-то причинам просто нельзя называть род деятельности человека, либо он попросту неизвестен. И тогда, чтобы не вызывать каких-либо подозрений и лишних вопросов, в графе «род деятельности» пишут «гуманист», «человеколюбец». Итак, наш гуманист Мануил Хрисалор в 1393 году прибыл во Флоренцию. Да не просто так, а в качестве официального посла Мануила II Палеолога, чтобы просить Запад о военной помощи против турок. То есть очевидно, что в тот момент этот самый Мануил Хрисалор занимал некий важный пост при дворе Мануила II. Он был достаточно доверенным лицом. Да и прибыл он во Флоренцию не с пустыми руками. С собой он привез огромное количество старинных рукописей греческих философов, которые миру были на тот момент еще неизвестны. Именно он познакомил человечество с рукописями Страбона. Именно он передал рукописи Демосфена, Фукидида, Плутарха, Платона и Гомера. И многие-многие другие. Внезапно выясняется, что в тот момент во Флоренции никто не знал греческого языка. И Мануил Хрисалор был переводчиком как рукописей, так и в переговорах. Очень странно, правда? Римляне, возникшие из греков, не знали греческого языка. Государство, которое было прямо напротив, через узкое море. Более того, они не знали также и латинского, то есть собственного языка.
на каком же языке они тогда говорили? Итак, получается, что Мануил Хрисалор был основоположником не только истории Греции, но и греческого языка. Тут важно обратить внимание на то, что поскольку мы практически ничего не знаем об этом персонаже, многое может сказать его фамилия – Хрисалор. В греческих текстах обычно ею указывается род деятельности человека или его назначение, как, например, Птолемей I Сотер. Сотер по-гречески означает «спаситель». И он действительно был личным телохранителем Александра Македонского. Или более близкий по времени к Мануилу Хрисалору персонаж Стефан Агио Хрисофорит. Он официально был начальником личной охраны императора Византии Андроника I, который, кстати, по версии Носовского и Фоменко и является прообразом Христа. И неудивительно, поскольку прямой перевод его фамилии с греческого такой – Агиос Хрисо Форит – Бога Христа защищающий. Агиос – Бог, Христос – понятно кто, Форит – защитник. Так вот, в переводе с греческого Хрисалор – это Христов пояс, Хрисалорос. Или в другой интерпретации золотой пояс. Хриса – золото или Христос, лор или лорика – пояс, обтяжка, нить, веревка. То есть этот человек выполнял некую связь, возможно, с Богом. Или какую-то другую сакральную связь, которая обозначалась как золотая или сияющая. Можно считать это удивительным совпадением, но у него действительно была связь, как минимум, с неким хранилищем древней истории. Он держал в руках нить сквозь века, саму историю человечества. Говорящее имя, что ни говори. Дальнейшая судьба Мануила Хрисалора показала, что на Византийскую империю ему было, в общем-то, плевать. Никакой серьезной помощи он организовать не сумел, и осада Константинополя османами продолжалась, пока сам Хрисалор устроился профессором во Флорентийском университете, обучая всех желающих греческому языку. Хотя считается, что он при этом еще и собирал деньги на наем солдат для обороны Константинополя. Но это не точно. И вот, по прибытии во Флоренцию, в дело вступили другие члены его группы. В первую очередь Никола Николли, который был его учеником еще в Константинополе. Род деятельности – опять загадочный гуманист. Он тоже привез оттуда некоторые рукописи, в частности рукопись Тацита под названием «Медицейская». Но ее происхождение он скрывал, видимо потому, что получена она была нелегально. Другим членом группы Хрисалора был Гуарино из Вероны, тоже бывший его учеником еще в Константинополе, и тоже по роду деятельности гуманист, человеколюб. Как и остальные, он также покинул Константинополь в том же 1393 году и тоже прихватив с собой оттуда более 50 манускриптов, среди которых Цицерон и Цельс. А спустя несколько лет, в 1419 году, он внезапно нашел рукописи Плиния-младшего, которые также исчезли после того, как он их перевел и переписал. Как видите, это было не просто бегство из Константинополя. Оттуда скрытно вывозились десятки и сотни манускриптов неизвестных до того времени философов, историков, писателей античности. Вся эта троица была неразрывно связана друг с другом еще со времен их пребывания в Константинополе. И очевидно, что ее руководителем и источником рукописей был именно Мануил Хрисалор. А турки тем временем тоже не сидели без дела. Пока продолжалась осада Константинополя, они пошли дальше, в Болгарию, где в 1396 году состоялась битва крестоносцев с турками при Никополе.
турки одержали убедительную победу над крестоносцами. Неудивительно, что никакой помощи Константинополь не получил, поскольку крестовый поход против султана Баязида I был разгромлен еще в Болгарии. Итак, через 5 лет так называемого сбора денег на помощь Византии, так и не дождавшись этой самой помощи, в Европу едет сам Мануил II, палеолог, император остатков Византии, чтобы лично просить о помощи Англию, Францию, Священную Римскую империю и другие европейские страны. И приехав туда, первым делом он вызвал к себе Мануила Хрисолора в качестве переводчика и доверенного лица. Причем одновременно тот устроился преподавателем в Павийский университет. В общем, все шло к тому, что Константинополь падет, поскольку помощи не было, а турки во главе с султаном Баязидом I одерживали одну победу над крестоносцами за другой. Однако произошло чудо. Снова, как за полвека до этого, вся армия, на этот раз уже турецкая, сосредоточившись на завоевании Европы, пропустила удар в тыл. Еще одна империя, возникшая снова в районе Туркменистана, решила покорить эту часть света. Тимур или Тамерлан шел ровно по тому же маршруту, которым сельджуки покорили Византию. Сражение между турками-османами и турками Тамерлана состоялось в самом центре современной Турции, возле современной ее столицы Анкары. В результате битвы, как и положено по хорошему сценарию, победила молодая империя Тамерлана, а Баязид I был взят в плен и через год скончался от удушья. Но и сам Тимур после этого прожил недолго. Идти в Европу он не захотел, на Константинополь ему было все равно. Он решил развернуть войска и пойти в Китай. Еще через пару лет при подготовке нашествия в Китай он точно так же внезапно заболел и умер. Османская империя временно распалась. Империя тимуридов тоже. Осада с Константинополя снята, и Византийская империя получила шанс просуществовать еще немного. И пока османы погрузились в гражданскую войну между собой, решая, кто теперь султан, Византия получила передышку, но ненадолго. Спустя несколько лет, снова благодаря неправильному выбору стороны Мануилом II, в 1423 году османы вновь осадили Константинополь. А еще через 30 лет, в 1453 году, Константинополь пал окончательно. Эта дата и считается датой окончательного падения Римской империи. Точнее, последнего ее оплота – Восточной Римской империи. И снова, как и за 50 лет до этого, из побежденного Константинополя вывезли множество рукописей древних античных писателей. В частности, именно так мир узнал о рукописях Геродота. Раскол. Тут мы забежали сильно вперед во времени. Вернемся в 1402 год. Описанные ранее события на территории Византийской Римской империи вполне можно назвать катастрофическими. Византия зачем-то лезет захватывать Европу. Ей с тыла лезут турки-сельджуки, которые сквозь Византию тоже лезут в Европу. Им в спину тут же лезет волна татаро-монгол, а следом за ними волна турок-тимуридов лезет захватывать уже предыдущих захватчиков. 3 великих волны захватчиков, и все идут с востока на запад, в Европу. И характерно, что идут они из одного и того же места. Будто их что-то гнало оттуда. Или они от чего-то бежали. И только в последний момент Тимур успокоился, оглянулся назад, возможно, решил, что все закончилось, и захотел пойти обратно, на восток. И умер.
Этими событиями уже вполне можно обосновать некую, как минимум, гуманитарную катастрофу на Востоке. Но это не вся картина происходящих тогда событий. В Европе в этот момент тоже творилось черти что. Во-первых, опять-таки за 300 лет до этого, в 1054 году в Константинополе произошел великий раскол христианской церкви на католическую и православную. Обратите внимание, что турки-сельджуки, османы появились на свет как раз в этот момент. Именно тогда, после раскола основной христианской религии на две, появилась сила, управляемая третьей, тоже христианской религией, которая пошла наводить порядок. С этой точки зрения появление сельджуков-скотоводов выглядит совершенно в другом свете. Становится более понятно, зачем византийцы лезли в Европу, не обращая внимания на турок с тыла. Зачем турки после этого также лезли в Европу, не обращая на тимуридов с тыла. Почему турки лояльно относились к византийским императорам и не собирались завоевывать Константинополь для себя. Более того, свою территорию, захваченную у Византии, они поначалу назвали именно Римским султанатом. А к 1400 году события в Европе достигли нового апогея. Вышло так, что в тот момент уже сама католическая церковь снова раскололась на части. И в результате этого одновременно существовало сразу 3 римских папы. Один римский папа был чисто римский, Григорий XII. Второй папа был из города Авиньон, это Бенедикт XIII. А третий папа был из города Пиза, Иоанн XXIII, или в миру Бальтазар Косса. Все эти папы считали себя единственными римскими папами, а прочих, соответственно, антипапами и самозванцами. Возможно, именно этот нюанс и положил причиной первоначальных походов Византии в Европу. Такая ситуация не могла продолжаться долго. Раскол должен был либо уничтожить христианство в Европе полностью, либо этот вопрос надо было как-то решить. А потому с 1414 по 1418 года было решено устроить Константский собор, где все эти вопросы должны были утрястись. И Мануил Хрисалор был выдвинут официальным представителем православной греческой церкви на этом католическом соборе. Но задача, которая стояла перед Хрисалором, была еще масштабнее. Он должен был не только помогать воссоединению католической церкви между собой, но и попытаться вновь воссоединить католическую и православную церкви в одно единое христианское учение. Пожалуй, момент тогда был наилучшим. И этот же момент идеально иллюстрирует правильность моего изначального толкования фамилии Мануила – Хрисалор, золотая связь, божественная связь. Он действительно был посланником, но не от императора-палеолога, а от высших сил, о которых, возможно, даже императору знать не полагалось. Характерно, что, несмотря на всю свою деятельность в Европе и Италии, до 1403 года Мануил Хрисалор ни разу не был в Риме. Об этом говорит его восторженное письмо императору Мануилу Палеологу, в котором он в красках описывает Рим после 1403 года. И в его описании нет ни намека на тот заваленный метрами глины Рим, который в начале 20 века откапывал Муссолини. Итак, в 1408 году Хрисалор окончательно покидает Константинополь и перебирается на службу в папскую курию. С того момента он полностью занят решением своей сверхзадачи. Именно он еще в 1413 году выбрал место, где будет происходить объединение 3 римских пап – город Констанц,
на границе Германии и Швейцарии на берегу Боденского озера. В ноябре 1414 года Константский собор торжественно открыл папа Иоанн XXIII, тот самый, с которым непосредственно работал Мануил Хрисалор. На соборе было решено, что для восстановления единства все три папы одновременно отрекутся от престола, а затем будет избран лишь один новый папа. Все три папы торжественно поклялись сделать это. Дата была назначена на 20 марта 1415 года. И вот, в назначенный день римский папа Григорий XII, как и поклялся, отрекается от престола. А вот председатель собора, пизанский папа Иоанн XXIII, просто-напросто тайно сбегает в Германию, во Фрайбург. Таким образом, он надеется, что его попросту освободят от должности председателя, и его клятва сама собой как-то аннулируется. Когда этого не случилось, он стал торговаться оттуда, требуя за выполнение своей клятвы в личную собственность Болонью, Авиньон и еще несколько городов. Авиньонский папа Бенедикт XIII также отказался выполнять свою клятву и отрекаться от престола. Судя по всему, Мануил Хрисалор изначально был уверен, что все пройдет хорошо, тем более что папа Иоанн XXIII был председателем собора, и, видимо, поэтому он на него не поехал. Однако вести о том, что все пошло не так, быстро дошли до него, и он срочно собирается в дорогу. По пути из Италии в Констанц 15 апреля 1415 года, через 25 дней после бегства Иоанна, Мануил внезапно умирает. Надо сказать, что обстоятельства его смерти найти чрезвычайно сложно. Практически все, что известно о тех событиях, покрыто туманом. Например, во многих источниках написано, что отказался от клятвы только Бенедикт XIII, за что его низложили и отлучили от церкви. А Иоанн свою клятву якобы сдержал. Но это не совсем так. Иоанн XXIII, или в миру Бальтазар Кос, тоже не сдержал своей клятвы, и его тоже пришлось низложить. Тогда машина правосудия и обвинений заработала на полную катушку. Ему в вину ставились такие преступления, как отравление предыдущего папы Александра V, изнасилование 300 монахинь, сексуальная связь с женой своего брата и монахами, растление целой семьи, состоявшей из матери, сына и 3 дочерей, причем самой старшей из них было всего 12 лет, торговля епископскими кафедрами и даже отлучениями, пытки тысяч невинных людей в Болонье и Риме. В общем, после такого набора обвинений он был арестован во Фрайбурге и очень быстро выполнил свою клятву, отрекся от папства. После чего новый избранный на соборе папа Мартин V назначил его епископом Тускуланским. Если такое развитие событий считать исполнением клятвы, то да, Иоанн XXIII исполнил свою клятву. Однако давайте будем честны. Клятвы исполняются добровольно. Если для исполнения клятвы приходится давить, судить и казнить человека, то даже если он произнесет слова отречения, они неискренние. Это чистая формальность. На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что Иоанн не собирался сдерживать своего обещания. Во всей этой истории серьезно пострадал лишь Мануил Хрисалор, чья задача объединить все церкви была невыгодна никому. Это видно из мерзких, меркантильных и тщеславных поступков 2 пап – Бенедикта и Иоанна. Римский папа, кстати, в точности выполнил свою клятву, за что ему, конечно же, честь. Хранилище. Те, кто смотрел мои предыдущие фильмы из цикла о богах, или фильм про похождение Кирилла и Мефодия,
очевидно, заметили одну важную деталь. Мануил Хрисалор, так же как и в свое время Кирилл и Мефодий, очевидно имел некую связь с таинственным монастырем Полихрон, находящимся на горе Малый Олимп возле Константинополя. Согласно гипотезе, этот монастырь являлся одним из входов в некое подземное сооружение – бункер, в котором как минимум хранилась информация о допотопном мире. Это даже следует из самого названия монастыря – «Поли» – много и «Хрон» – хранилище. То есть монастырь имел название в переводе с греческого буквально «долговременное хранилище». И хранились там не только знания, свитки и рукописи. По моей гипотезе, там, глубоко под землей, находилось также одно из тех мест, в котором буквально укрывались некоторые допотопные боги. Подробнее об этом в цикле фильмов «Предыстория». И как в свое время Кирилл и Мефодий, получив некие знания в этом монастыре, пошли проповедовать славянам азбуку и грамоту, так и Мануил Хрисалор был связующим звеном, той самой золотой нитью, которая соединяла мир живущих людей с некими богами или богом. Но сами посудите, внезапно в 1393 году из осажденного Константинополя в Европу, в Италию, прибывает под разными предлогами целая группа людей, у которых по чудесному стечению обстоятельств находятся оригиналы рукописей не только великих греков, но и великих римлян. Именно эти люди учат мир греческому языку. Они же учат итальянцев латинскому языку. Вы только вдумайтесь еще раз. Люди из Стамбула учат греков греческому, а итальянцев итальянскому. И, соответственно, привозят с собой целую историю итальянцев и греков. Мало того, человек, у которого неизвестно откуда взялась целая библиотека европейской и вообще мировой истории, православный грек, сразу же стал правой рукой одного из римских пап, лично начал организовывать Константский собор, чтобы закончить раскол между католиками. Очевидно, этот человек представлял очень большую силу и вес. Не исключено, что загадочный монастырь Полихрон и по сей день находится прямо у всех на виду. Это собор Святой Софии в Стамбуле. Он подходит по многим параметрам. Например, его название. По-гречески «София» переводится как «мудрость». То есть его название буквально «храм мудрости», «храм знаний», «храм науки». А такие эпитеты дают обычно великим библиотекам и университетам. Вот вам и место, откуда и забирали рукописи и свитки в Европу. Во-вторых, загадочные огромные подземные цистерны под этим храмом. И кто знает, какие комнаты и подземные ходы там когда-нибудь обнаружат. Кстати, по одной из легенд, именно там, в подземельях этого храма, заточен дьявол. Если храм действительно является местом входа в подземный бункер некоторых древних богов, то как иначе еще можно рассказать эту легенду? Могущественное существо, божественные силы, находящиеся глубоко под землей. Кто еще это может быть, кроме дьявола, по версии обывателей? Так или иначе, именно с этого места были вывезены сотни рукописей, легших в основу современной истории. А раскол церкви на православную и католическую, а затем католическую еще на 3 ветви, вынудил каждую конфессию писать собственную историю. Это великолепный повод подделать историю. И как мы убеждаемся сейчас, буквально каждый день на примерах новых государств, возникших из-за подобных расколов, практика написания новой собственной истории и по сей день является самым мощным и популярным инструментом влияния на своих подданных и граждан.
Как вы помните из предыдущих моих фильмов, таких центров на планете Земля несколько. И само собой написать историю по-своему пытались не только они. Были и конкуренты. И несколько конкурирующих центров находилось как раз на территории Европы. Их представители, например, в Ольденбурге. Был анклав и в Италии, в Ватикане. Об этом я тоже более подробно говорил в предыдущих фильмах. У них тоже было собственное видение истории, собственные рукописи, собственные карты. И вот некоторые из них могут помочь нам пролить свет на некоторые загадки истории Рима. Например, почему у Рима, города в Италии, со всех сторон омываемой морем, очень долго не было сильного военного флота? Какие такие варвары пришли в Рим с севера? Почему за время существования Римской империи у нас нет ни одной карты этой самой империи? Как, впрочем, и у многих других древних империй и государств, фактически не было никаких карт. Как пример, показанная в прошлом фильме карта Африки Франческо Берлингери, напечатанная в 1482 году, была создана по мотивам карты Клавдия Птолемея примерно 150 года нашей эры. А между ними 1300 лет забвения. Да и на той карте Птолемея, с которой перерисовывали другие картографы в 1480 году, никакой Римской империи нет. Есть Азия, Африка, Индия. Есть Франция, Испания. И даже шелковый путь из Китая есть. А вот Римской империи нет. Новая карта. Франческо Берлингери был не единственным, кто внезапно, после более чем 1000 лет забвения, вдруг начал рисовать географические карты, опираясь на карты Клавдия Птолемея. Кроме него, это был и Лиенхард Холле, Конрад Швейнхейм и Йохан Ригер. Все они рисовали практически одинаковые карты примерно в одно и то же десятилетие, с 1482 по 1492 годы. А затем, примерно через 30-40 лет, пришли карты, нарисованные выходцами из другой школы, опирающиеся на другие материалы. Они пришли из другого анклава, северного, того, что на территории современной Голландии и Северной Германии. Это в первую очередь, конечно, Герард Меркатор и его соратники, такие как Себастьян Мюнстер или Абрахам Артелиус. Их карты выглядят гораздо реалистичнее. Они похожи на современные почти в точности. И эти картографы тоже при создании своих карт и атласов опирались на некие иные источники. Как бы то ни было, хотя именно с приходом Меркатора и команды карты приобрели современный вид, некоторые детали этих карт говорят о том, что составлялись они также не на основе данных моряков и экспедиций, а на основе неких источников из допотопных архивов. Во всяком случае, такая мысль приходит, когда видишь некоторые вопиющие несоответствия, такие как материк Арктида на Северном полюсе. Карты Герарда Меркатора мы с вами уже активно разбирали в прошлых фильмах, а один фильм целиком посвятили только Меркатору. И даже попытались натянуть атлас Меркатора на глобус и сравнить с современной картой. Этот фильм называется «Отбивная картография». Посмотрите, что у нас с вами получилось. Так вот, одним из этих людей был Абрахам Артелиус. Изначально он был простым иллюстратором карт, гравером, но в 1554 году познакомился с Герардом Меркатором лично. Затем даже начал путешествовать вместе с ним, и через 6 лет, в 1560 году, под влиянием Меркатора, Артелиус и сам стал географом. Начал делать собственные карты и глобусы. В
1564 году он опубликовал свою первую большую настенную карту мира Theatrum Orbis Terrarum, или «Зрелище круга земного». А затем в 1570 году напечатал «Атлас мира», состоящий из 53 карт разных авторов. Для него Ортелиус отобрал работы лучших картографов того времени. Одна из тех карт интересует нас особенно. Называется она «Африка Табула Нова», то есть «Новая карта Африки». Это очень говорящее название. Не просто карта Африки, а новая. То есть подразумевается, что произошли некие события, глобальным образом повлиявшие на всю географию. И вот именно эта карта новая. Конечно, кое-кто может сказать, что имелось в виду новое издание, но это отговорки в пользу бедных. Мы же прекрасно понимаем, что с такой логикой абсолютно любая карта будет новой в момент издания. Нет, имелось в виду именно новая география. И эта карта действительно необычна. В ней есть кое-что, что попало туда совершенно непонятным путем. Возможно, это очередной отголосок борьбы между переписывателями истории. Та часть, которая не вошла в официальную, потому что других таких карт нет. Что же в ней такого нового и необычного? Давайте посмотрим. Во-первых, полностью исчезли Аравийские и Ливийские горы в Египте, о которых мы с вами говорили в прошлом фильме. Пирамид на карте еще нет, однако гора Синай помечена и нарисована так крупно, что мимо не пройдешь. То есть картограф вполне мог отмечать на карте великие объекты, но пирамиды он почему-то не отметил. Города вдоль Нила полностью изменились. Исчезли греческие города, появились новые. У некоторых довольно интересные названия, например, Джорджия или по-нашему Грузия. Далее уже появился Асуан. Но самое интересное, на мой взгляд, находится на огромном пространстве слева от Нила, вплоть до побережья Атлантического океана. Вот, смотрите. Нигрита Рим Регио. Черный регион Рим. Нубия. Откуда в центре Африки римский регион? Да не просто регион. По размеру эта территория вполне сопоставима с Европой целиком. То есть на этой территории вполне могла уместиться вся Римская империя в том виде, в котором мы ее знаем. А сверху над ними, на севере, там, где должны быть ливийцы или хотя бы карфагеняне, там барбария, варвары. Сам этот регион отделяет пустыню на севере от джунглей на юге. Своеобразной линией разделения является река Нигер, вдоль которой этот регион расположился. Что ж, давайте сначала узнаем, что говорит нам об этом непонятном факте официальная история. После окончания Второй Пунической войны в 201 году до нашей эры римская армия под командованием Публия Корнелия Сципиона разграбила и подчинила себе все северное побережье Африки вплоть до Мавритании включительно. Но дальше они не пошли. Следующие 150 лет Африка была совершенно неинтересна римлянам. До тех пор, пока в 19 году до нашей эры Луций Корнелий Бальб со своей армией не совершил поход через весь центр Африки вплоть до реки Нигер. Затем, ровно через 60 лет, еще один римский полководец, Светоний Паулин, совершил аналогичный поход, но вдоль западного побережья Африки. Еще через 9 лет римский отряд по заданию Нерона прошел вдоль Нила до самого современного Судана, до Мероя. А еще через 40 лет римский претор Свеллий Флаг с армией снова прошел
от побережья Средиземного моря на юг. И, наконец, спустя еще 2-3 года римская торговая экспедиция Юлия Матерна, двигаясь по пути, пробитому предыдущей армией, смогла достичь эфиопской земли Аги-Симбы. Это цитата. Что мы из этого узнаем? Во-первых, то, что римляне до определенной поры не горели желанием двигаться вглубь пустыни. Затем их словно что-то толкало идти с армией в центр Африки, невзирая на тысячи километров пустынь и песков. А целью этих походов была как раз разведка пути к загадочной земле Аги-Симба. Мы с вами подробно говорили о ней как раз в предыдущем фильме. То есть это не был захват территорий. Это был поиск и пробивание пути к этой земле. Зачем она вдруг понадобилась римлянам, если по их же собственным картам там ничего не было? Во-вторых, откуда у историков вообще эта информация? Ответ. Из трактата римского историка Полибия, который мы получили, угадайте с 3 раз. Верно. Они были также вывезены из Византии во время описанных выше событий. Считается, что на самом деле этих рукописей было много, и хранились, и до сих пор хранятся они в разных частях света. Только вот странный нюанс. Где бы ни находились кусочки этой рукописи, все они имеют плюс-минус одну и ту же дату появления – 14-15 век. То есть разные кусочки этого труда Полибия внезапно, одновременно появились во всех известных библиотеках Европы от Рима до Лондона в одно и то же время. Словно бы их кто-то попросту развозил по библиотекам. Лишь ватиканский кусочек датируется X веком. Но в Ватиканскую библиотеку просто так не попадешь. Там могли датировать как угодно. Ну и третье. Все описанные Полибием события происходили до 90-го года нашей эры включительно. Если бы эти походы действительно имели бы место, и Рим присоединил бы к себе эти территории, то это неизбежно отразилось бы на картах Франческо Берлингери и прочих, которые срисовывали карту Клавдия Птолемея, жившего в 140 году нашей эры. То есть спустя 50 лет после последнего римского похода в центр Африки. Клавдий Птолемей обязательно отобразил бы эти территории как римские. Однако у него об этом ни слова. Согласно ему, все эти территории египетские и эфиопские. Есть и еще одна нестыковка в карте Абрахама Артелиуса с действительностью. Дело в том, что на карте отчетливо прорисована река Нигер, вдоль которой расположен регион римлян. Рисунок, на первый взгляд, достаточно правдивый, если бы не один нюанс. Река течет в обратную сторону. И не просто в обратную. Ее течение в западной части не совпадает с современным и накладывается на существующую сейчас другую реку – Сенегал. То есть на карте Артелиуса река Нигер и река Сенегал объединены в одну реку. На самом деле нюансов там, если присмотреться, очень много. Например, некий подводный город посреди африканского озера Губер, тоже сейчас несуществующего. Однако нам хватит и того, что река течет в обратном направлении. Вот думайте, что хотите, а для меня это явный сигнал того, что наклон всей африканской плиты изменился. Произошло некое событие, изменившее рельеф и наклон плиты на протяжении почти 3000 километров, а может и больше. Одно известно точно. Все древние карты, которые мы с вами знаем, которые дошли до нас, появляются внезапно, примерно в одно и то же время на рубеже 14-15 веков. Как люди путешествовали до этого – загадка. Кроме того, карты и рукописи резко отличаются по содержанию.
Хотя некоторые общие детали в них, безусловно, есть, но вот история рассказывается абсолютно разная. А что если римская территория в центре Африки действительно была? Но была не такой, как нам рассказывает некто, прикрываясь именем Полибий, а немного другая. Что если Римская империя действительно существовала, но находилась не в современной Италии и Европе, а в центре Африки? Что если путь римлян был не из Европы в Африку, а наоборот, из Африки в Европу? Смотрите, как здорово получается. На севере от римлян действительно находится территория варваров. Это написано прямо на карте. Если римляне действительно занимали центр Африки, то зачем им было иметь военный флот? Такой необходимости нет, а значит и флота нет. Но и это никак не расходится с основной веткой истории о том, что римляне были остатками, беженцами из некоего государства, которое официально называют Троянским. Хотя в остальном, конечно, мысль совершенно дикая. Получается, что римляне – это изначально негры? Разве в такое можно поверить? Как это возможно? Что ж, вот сейчас мы вступаем на территорию, полную конспирологии, а потому продолжение следует.